Данное видео подготовлено специально для группы Fallout and Wasteland. Ссылочка в описании. Доброго времени суток, дорогие зрюны и их родители. С вами снова Старпер Вудслундер, это Fallout Mods, и без лишней демагогии давайте приступим. И первым гостем станет NCR Ultimate Overhaul за авторством талантливого моддера DragBuddy. По мне так, данный персонаж практически не отличается от того, что было. Голос вписывается нормально. А вот Стерлинг стал каким-то Морганом Фрохманом. Ну, квартирмейстер Бардон был и до этого серой личностью, такой и остался. А вот лейтенант Кэрри Бойд вышла просто отлично. Совпадение внешности, голоса и характера идеально. Майор Датри мне вообще-то раньше напоминал индуса, а теперь это нигер из ЮАР. Смотрите, как ножкой дергает. Домой хочет. Милый хипстер, а не квартирмейстер вышел. Лейтенант Воробей, зачет. Педигрипал майор Найт, очень похож на свой голос. Рядовой О'Ханрахан, единственный, кто мне не понравился. Ну а майор Палатли слегка карикатурен. Или даже не слегка, но он хотя бы похож на военного, а не на хиппи. Голос и образ совпадают очень неплохо. Полковник Кассандра, а.к.а. Злая сучка, Мур. Отличное попадание. Голос, образ, даже шмотки. Куда ты пошла, моя маленькая? Стой, мы же не договорили. Ты вообще женщина? Не думаю. Рейнджер Джексон, не Майкл. Да у них вся застава педигрипалов. Очередной сладкий хипстер. Видимо, так выглядят рейнджеры в представлении автора. Рядовой Пойндекстер, литературно переводя, зубрила или задрот. Ну, он не особо-то и изменился, хотя выглядит совпадающим своему голосу и поведению. Полковник Шу. Кто пустил этого рисоеда к рулю? А сделан он, кстати, классно. Каноничный рисоед.
Рейнджер Гост или Призрак. Не тот, что был в Call of Duty. Просто скажу лучше. У меня драйва завались. Отвернитесь, пожалуйста, от экрана, дорогие зрители. Вот заладило-то. Да всегда пожалуйста. Да ладно, чё ты? Сержант Горячавка, или Питер Рут, или Кислый Корешок. И снова модный хипстер. Сержант Сержант Килборн. Ну его хотя бы побрили по-уставному. Один из моих самых любимых персонажей из Нью-Вегаса, шеф рейнджеров Хэнлон. Образ отлично подходит под голос. И еще он мне почему-то напоминает актера Ланса Хенриксона. Well done. Well done. Настоящий ирландец, сержант МакКриди. Интересно, если ты НКР и африканец, ты сразу автоматически сержанта получаешь? Образ, голос и лицо. Да я прям как кино про Вьетнам смотрю. О боже, Джонни, куки на деревьях. Генерал Сопляжуй Ли Оливер. Живое воплощение импотенции военной машины НКР. Не знаю почему, но он мне напоминает адмирала или свадебного тамаду. Но если честно, сделано здорово. И вторым нашим сегодняшним гостем станет мод от Drag Buddy Brotherhood Reforged. Всеми любимая или нет, Вероника не изменилась. Странно, не правда ли? Ну что ж, давайте посмотрим, как изменились братья изнутри. Паладин Рамос. Типичный латинос. Не такая уж, кстати, и мерзкая рожа в ваниле. Ну, теперь он больше похож на действительно паладина братства, а не на уличную шпану. Выглядит, конечно, поприятнее. Учение свет, а не учение тьма. Учиться, учиться и еще раз учиться. Ванильные шкальцы выглядят так себе. Очень все дженерик. Хо-хо, а мода их слегка поменяла. Смотрите, какие костюмчики из 4-й части. Просто только ради боди-армора я, в принципе, все время помогал братству в 4-ке. А чё у всех рожа ванильная, а у этого красивая? Автор тайный негролюб? Ну, у всех свои слабости. С вами шоу «Прокачай неписи» в игре. И сегодня мы прокачаем ваших песцов. Ну, как и любому подлецу, новые шмотки им действительно к лицу. Писец Ибсен. Бесполезный Никей, который не может выловить вирус на своих компах. Да что ж такое, либо я помешан Ларсом Хенриксоном, либо автор мода уже второго неписи с похожей рожей делает. Главный писец Таггарт. Ларс Таггарт. Ну и рожа у него. Хе-хе, спорно. Зачем стараться и делать новую морду, если закрыть ее маской или что это такое? Короче, непонятным главным убором из 4-й части. Мелисса Уоткинс. Много болтает, теряет пистолеты и выглядит ужасно. Да-да, экстраординарные сиськи. Ой, талант. Держите ваши пистолеты при себе, дорогие зрители. Отлично выполнено. Эх, у всех свои слабости. Безымянный любитель пострелять на стрельбище не изменился. Местная торговка, рыцарь Торрес. Откуда здесь столько латинос? Страшная, как смертный грех. Из латиноамериканской девушки ее превратили в азиатку. Ну, азиаток все любят. Врач Шулер, судя по фамилии, немка. Это, в общем-то, объясняет ее страшное лицо. Была у меня как-то немка. Интернационал, укрепление отношений между странами. Как вспомню. Ну, тащим-то довольно похоже. Фейслифт ее вообще не исправил. Но выглядит явно бодрее, чем было.
Старший сантехник братства Лоренцо. Странно, что они его Марио не назвали. Эх, вот это рожа. Прям как когда на улице выхожу. Ему бы еще майку-алкоголичку. А кто этот лысый с зачесом? По-моему, старший паладин Хардин, собственной персоной. Отец всегда говорил, не доверяй ложно лысым. Посмотрим, как его изменили. Оу, ну и рожа. Чем-то смахивает на морды бандитов из игры Metro 2033 Last Light. Но такой образ ему действительно идет больше. Еще б рожу помыл. Свинота. Единственный старейшина из всех отделений братства, который не вызывает у меня ярости и желание его тут же прикончить на месте. Старейшина Макнамара. К слову, и ванильная рожа у него не такая уж и ужасная. Ларс Хенриксон? Опять? В третий раз? Серьезно? Не подумайте, не такой же фанат фильма «Чужие», «Чужой», «Чужой 3». Просто он реально похож. Загуглите. Раньше было определенно лучше. Ну а на третьем месте сегодня у нас мод про подрывников. Давайте посмотрим на Джо Коба. Ванильный он не вызывал никаких чувств. Даже на бандита не похож, просто какой-то гопник. И именно потому, что он не похож на серьезного человека, пороховщиков я обычно убивал. Первые впечатления, такие дела. Воу, кто-нибудь выдайте этому нигеру ведро КФЦ. Еще арбуз где-то валялся. Ну, а если серьезно, то образ подобран уже более-менее. Такое ощущение, что играю в Сан-Андреас. На мой взгляд, очень неплохо. Я думаю, пора наведаться в тюрьму. И первым нас встречает Доус. Я, кстати, так и не понял, Доус от бульдозера? Доус от дозы? Или это просто имя Доус? Игра слов. Ванильный персонаж ужасен. И как его поменяли? Хо-хо, что это за маска у него? Ну, теперь более внушает. Пожалуй, он все-таки бульдозер. Что логично, он же на воротах стоит. Образ и роль неплохо совпадают. Жаль, только голос мягковат. И не говорит через слово «my nigga». Кстати, неплохие броньки. Такое уже и одеть не стыдно. Единственный нормальный шериф для Прима — шериф Майерс. Он, в принципе, и ванильный не так уж и плох. И как его поменяли? А довольно неплохо. Голос даже лучше с образом стал совпадать. Эдакий прожженный жизнью мужик. Хорошо сделано. Нравится. Не то чтобы мне нравятся мужики. Хотя, я же ютубер, мы любим мужиков. Тюремный пушер Картер. Мне кажется, подразумевался образ крысеныша. Ванильный ужасен. Просто генерик морда. Не знаю почему, но он мне напомнил Элайджа Вуда, который Фродо играл. В принципе, смотрится неплохо. Переходим в главное здание. Доктор Хэнниган. Или Ханниган. Снова генерик рожа. Даже Fallout Character Верхолова не исправил. Ну, стало лучше. Зная его историю, он в принципе похож на пушера. Типичное лицо торгаша дурью. Скрэмблер. В нашей локализации омлет. Ну или яичница-болтунья. Так себе погоняло. Должно вселять страх, а не улыбки. О, вот теперь похоже на то, что он крутой. И опасный. Job well done. Не, броньки, конечно, зашибись. Придется, походу, побыть злодеем. Местный криминальный босс Эдди. Ванильный он выглядит смехотворно. Примерно как Короли на стрипе. Так стало гораздо лучше. Хотя он как-то смазлив. Но образ и голос совпадает заметно лучше. Ванильный Чавес, которого Эдди нас послал убить, выглядит как слабак. Ух ты, вот это действительно крутой образ. Даже убивать его как-то жаль. Одновременно похож на Салли Эрну из группы Godsmack и одного из байкеров из GTA 4. Хорошая у тебя музыка. Сорян. И вот мы в убежище 19. Давайте посмотрим на изначального босса пороховщиков. Сэмюэль Кук. Ванильный выглядит как бомж. Теперь он больше похож на революционера, которым должен быть. Довольно типичный образчик пса войны из Африки. Хорошо вписывается. Филипп Лем. Мозговитый и трусливый воришка, который, правда, стал одним из лидеров. Посмотрим, как его изменили.
О, а выглядит он довольно неплохо. Чем-то напомнил мне Бишопа из «Чужих», которого играл Лэнс Хенриксон. Образ рассудительного, трусливого парня, который хочет сдаться, соблюден. Не знаю, можно ли этого идиота сделать еще более бесячим. Он мне напоминает фаната с арены из Обливиона. Теперь он похож на какого-то еврейского адвоката из фильмов 80-х годов. Но образ, кстати, неплохой. Бокскарс, или вагон, или вагоны. Не выглядит, что он мучается, не правда ли? Посмотрим, смог ли Драгбади это изменить. Ого, вот так заметно лучше. Единственное, что эмоция на лице похожа не на боль, а на гнев, но все равно неплохо. Также очень порадовало и внимание к деталям. И снова в гостях у нас оверхол от Драгбади, и в этот раз это оверхол великих ханов. Да-да, никчемный эмиссар Цезаря. Но надо отдать должное, выглядит он теперь круто. Прошу прощения за шутейки, сдержаться не смог. Любитель хорошо провести время и расширить сознание Джек. Тоже очень неплохо подобранный образ. Единственное, мне кажется, у нее не хватает банданы и какая-то беда с глазами. Джерри Панк. Марк Твен постъядерного мира. Наверное, он единственный из всех персонажей в лагере Великих Ханов, кто не вызывает у меня неприязни. Но ванильный образ очень плох. О, стало заметно лучше. Теперь и правда похоже, что его шпыняют, и что он изо всех сил пытается стать Великим Ханом. Синяки и другие детали — это круто. Ну что ж, пора посмотреть на наших убивцев. Как эти чмошные бомжи вообще кого-то могли завалить? Где же вся крутизна курьера, если такие слабаки провентилировали ему голову? Ну, с модом к ним пришла новая броня. Теперь они более внушают. А вот мистер Джессоп теперь совсем не вписывается в свой голос. Лицо пораженного бродяги, а говорит какой-то ссыкун. Но броньки реально крутые. Good. Мелисса Льюис. Как ее не порвали когти смерти, я хз. Негродочь белого папаши. Свят, что у тебя с глазами? Кажись, пора расчехлять БФГ. Да и оттенок кожи светловат. Слишком уж. Раз уж мы пошли по глючным местам мода, дай Энна, Диана. Джонни, они на деревьях, эти чертовы гуки. Не удержался от ставки Дума. Ну блин, почему глаза глючат? Да и прически, кажись, тоже. Объявляем войну глюкам и идем в безглючные места. Посмотрим, как выглядит Реджис и Папа Хан. Ванильный Реджис похож на типичного бомжа-рейдера. Как он может быть чьим-то советником, я не понял. Морду б сначала хоть умыл. О, умыл. Чем-то смахивает на паладина Латтома из Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Ну что ж, перейдем к папаше Хану, чудаку на букву М, в дебильной шапке. Боже ж ты мой, да это же Рон Перлман. Это просто охуенно. Теперь он меня совсем не бесит. И какой-то просто генерик рандомный мужик. Чё это за хрен-то? Ну и самыми последними Сегодняшними гостями нашего выпуска будут бумеры с модом Boomers Go Boom.
Это ванильный Джордж. Ему нравится смотреть, как люди разбирают на запчасти взрывы большого боеприпаса. На мой взгляд, лицо у него слегка молодое и не очень совпадает с голосом. Но все равно лучше, чем было. Не ходи, дружок, ты гулять в лесок, а то тебе жопу взорвут. Ванильный страж своей мордашкой вызывает натуральное умиление, а его угроза еще и заставляет нервно хихикать. Новый лучше. Старейшина Перл или Жемчужина. Мне она, кстати, в оригинале нравилась. Голос и образ подходят друг другу идеально. Может ли быть круче? Может, мазафака. Теперь это действительно слегка высокомерная старушка, которая считает себя лучше остальных. Бумер Гитла is alive. А это Ракель. Самый, наверное, дружелюбный к нам персонаж на базе. Но выглядит как обычный презет. Воу. Извините, я сейчас. В общем, нравится. Не сказать, что у меня особо интересные дети. Это Линдси. Сделано круто, тут нечего больше сказать. А то еще педофилом обзовут. Но это ванильный Аргил. Он негр. Что-то еще. Ах да, а еще немножко доктор. Судя по его модной хипстерской мордашке, он может оставить в вашей брюшной полости после операции свой стакан со смузи. Но выглядит неплохо, вынужден признать. Заметка для себя, а что такое смузи? Ну а это ванильный Петя. Очень раздражающий меня маленький мальчик, который считает бумеров невъебенными. Классная куртеха. Кстати, вышло действительно ничего. Ну а это Джек, который не строил дом, но очень влюблен. Его любовь я, к сожалению, не заснял, но она тоже изменилась, сами посмотрите. Кого-то он мне напоминает. Dead Rising 2 Чак Грин? Не? А вам, зрители? Характер и вид, конечно, не совпадают. Еще один довольно-таки приятный персонаж среди бумеров — это дядя Лоэл. На мой взгляд, он и в ваниле довольно неплохо выглядит. И это не потому, что я геронтофил. Первый раз, когда я скажу, что Драгбади абсолютно не попал. Эта убогая борода, она гличует или так и задумана? Фу. Просто рандомный бумер, который посылает меня в жопу. Сука. Тра-та-та-та-та. Помогите азиатскому ванильному повару найти его реплики. Воу, да у нас тут гангста здание. Тише-тише, шоколадный, я уже ухожу. Ишь ты какой модный и самоуверенный. Флаг вам в руки и якорь в зад. Дорогие господа и дамы, не забываем писать в комментариях, какие моды пойдут в сборку, а какие пойдут в мусорку. Спасибо вам всем за внимание, ставьте лайки, жмите друг другу на колокольца и не забывайте про наш канал. Всем еще раз спасибо, всем пока. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.